Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам свою уходовую косметику на конец октября и на ноябрь. Я в сентябре ездила в Питер на целый месяц и вернулась только 8 октября. По идее, я планировала, конечно, сразу снять видео, потому что, так, потихонечку что-то добавляла. Но, во-первых, не было времени, во-вторых, и добавляла я крайне мало. Поэтому решила снять уже сейчас. И, по сути, все равно не так много продуктов, но это не значит, что я как-то не люблю косметику. Косметику я люблю, и в ванной комнате у меня ее стоит огромное количество всего. Ну, я просто, когда снимаю подобного рода видео, я не приношу всю косметику, хотя, когда другие девчонки так показывают, мне нравится смотреть. Вот, я приношу только то, что реально вот у меня закончилось, и мне нужно добавить. Ну, ладно, давайте приступим, сейчас буду показывать. По-моему, в прошлый раз я показывала от Vitex вот такой вот крем-гель для душа Exotic Fresh, мангостин и лаванда. Здесь объем аж 500 мл. Для меня, конечно, это просто огромнейший объем. Аромат очень приятный. Мне когда-то присылала данный гель Марина Лимон. Привет тебе и огромное спасибо. Ну вот пока не довелось еще воспользоваться, точнее как, когда Марина мне прислала, я один раз попользовалась, мне понравилось, но я думаю, пока пусть постоит в запасах. В общем, я его, поскольку если я его буду использовать в качестве геля для душа, то я его буду использовать очень долго. Вот. Поэтому я перелью в дозатор для мыла. Ну, а остальное поставлю тоже в запасы. В принципе, из дозатора для мыла я буду, как бы и руки мыть. Если захочу воспользоваться как гелем, мне тоже, да, никто не помешает. А непосредственно в качестве геля для душа, тут тоже интересно, будет один продукт, который сейчас я вам покажу, получается не по назначению. Это от Faberlic, малина и белый шоколад, двухфазная пена для ванны. Здесь объем 250 мл, думаю, вы знаете, вот две части, они потом так смешиваются, превращаются в нечто такое розовое, в такую розовую пенку. Вот это я буду использовать в качестве геля, хотя такой гель у меня тоже есть в запасе, но таких пенок я когда-то по распродаже купила, приличное количество, но непосредственно ванну я не принимаю, мне нравится душ, поэтому вот использую в качестве геля для душа. И второй гель я взяла для себя вот такой от Palmolive, кокосовое молочко. Здесь объем тоже 250 мл. Этот гель дарила мне Оксана. Привет тебе, огромное спасибо. И ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Да, что-то упаковка немножко подзапылилась. Тоже пришло время, как-то, летом вроде жарковато было, чтобы им пользоваться, но вообще хотелось. Я думаю, вот оставлю на осень. Гель, я вообще люблю все с кокосом, гель классно пахнет. Единственное, что, знаете, у него здесь такая конфетная, отдушка, но не рафаэлками пахнет, а здесь отдушка такая леденцовая. То есть, с одной стороны, вроде немножко пахнет кокосиком, но, видимо, вот каким-то кокосовым леденцом, не иначе. Но это не рафаэлка, ничего такое, и не кокос в чистом виде. Но аромат очень вкусный, приятный, так что, Оксан, спасибо. И, конечно, я буду с огромным удовольствием пользоваться. У Palmolive вообще такие своеобразные весьма отдушки. Я, как сказать, своеобразные, просто вот по-настоящему прям восторг, это вот с оливой, то, что у них. Это прям полный восторг. А вообще, вот разные гели, как правило, у них есть такая одна холодная нотка, но в горячей воде она раскрывается очень классно. Здесь немножко, если олива стоит вообще особняком от всего, то и, пожалуй, вот этот тоже
очень интересные, тут нет вот какой-то резкой отталкивающей нотки, но вот просто что-то такое, знаете, своеобразное. Но мне нравится, повторюсь. Следующее, что покажу, это крем питательный для рук и тела с гиалуроновой кислотой и с маслом зародышей пшеницы от Флорисан. Объем 250 мл, это из Fix Price, но это мне дарила моя ученица Юля. Привет тебе и огромное спасибо. Во-первых, классная, конечно, упаковка такая плоская, очень классная, мне нравится. Я в основном буду пользоваться как кремом для рук. Ну, знаете, я иногда до локтя могу даже нанести. У меня этот крем стоит в коридоре на полочке, и, в общем-то, очень удобно пользоваться. У меня руки не проблемные, и вообще я могу там так вот по необходимости пользоваться в основном зимой в очень холодное время года кремом. Там после прогулок и так далее. Но сейчас, конечно, я еще стала пользоваться уже, знаете, еще и не по острой необходимости, а в целом. Каждый день стараюсь все-таки заставлять себя использовать крем для рук в качестве массажа, потому что, ну, уже не 20 лет, да, как бы, и все-таки лучше позаботиться о своих руках, чтобы они потом возраста не выдавали. Вот. Но в целом у меня руки не проблемные. И вот этот крем, ну, я его уже использую, наверное, неделю-полторы. Он очень экономичный. Ну вот, в принципе, ну, я думаю, что даже, может быть, около 2 недель. Но вот, всего ничего тут израсходовалось. Крем имеет приятный аромат. Здесь вроде ничего про миндаль не сказано, но мне кажется, что пахнет все-таки миндалем. Но это не сладкий миндаль и не чисто горький. Это что-то такое средненькое, но очень приятное. Такое, у меня все-таки ассоциация даже с осенью. И, как по мне, руки защищает хорошо. Для меня действительно питательный крем. Я вообще Флорисан, как вы знаете, не очень люблю. Но вот со временем я стала замечать, что мне раньше казалось, что Флорисан вообще не мое, но я поняла, что от Флорисан лично для меня очень хорошие продукты. Это вот продукты для рук, типа крем, вот что-то такое, для ног, потому что вот, ну, для рук вот крем, да, для тела. Для ног я когда-то покупала, ну, что-то для эпиляции, ну, я не помню, то ли крем, то ли что, и там давался пакетик такой крема для ног, потом успокаивающего, с ромашкой. И вот он мне безумно понравился, он был просто потрясающий. То есть это не просто что-то приятно пахнущее, имеющее приятную консистенцию, а именно что работающее. И вот эта тоже штука реально работает. Ну, опять же, по крайней мере, на мне. Но та штучка для ног, я знаю, и другим девочкам понравилась. Хотя само средство абсолютно было никудышное. Вот только крем хороший. И еще, пожалуй, первое мое знакомство с Флорисан. Я когда-то в Ашан купила массажное масло. Просто в такой бутылочке, как типа спрей. То ли бергамот и корица, то ли грейпфрут и корица. Ну, в общем, как для меня это был вот именно корица-апельсин аромат, такой как лакситан. И по своим свойствам масло было шикарное. Оно было по типу сухого масла, то есть вы как бы распыляете, разносите по коже, но не было ни жирности, ничего, но это масло шикарно работало и в плане массажа, и в плане вообще ухаживающих свойств. И была потрясающая отдушка. Вот, поэтому это я к чему, что вот для меня такие продукты, они действительно, я поняла, что от Флорисан работают и стоит присмотреться. Что же мне категорически не нравится, не подходит, это какие-то продукты по уходу за волосами, как для меня это пустышка. Точно так же там за лицом.
ну вот я просто рассказываю, да, как бы свои такие вот ощущения, потому что знаю, кто-то вообще все от Флорисан любит. Со 100 рецептами красоты у меня примерно такая же тема, что-то нравится, что-то не нравится, но там все-таки больше продуктов, которые я люблю. А вот Новосвит, ну, это любовь с первого взгляда. Ну, давайте продолжим дальше. Тоже моя любовь – это ополаскиватель для полости рта «Знахарь» с серебром. Есть еще такой, здесь нет фтора, а в синенькой фтор есть. Честно говоря, мне кажется, то средство посильнее, хотя у того и другого в плане вкуса везде все классно и в меру, потому что вот это имеет вкус такой сладкой жвачки, и я знаю, многим нравится. Просто этот ополаскиватель, он реально работает, но он не термоядерный и не слабенький, в общем, супер. Поэтому тоже достаю в использование. Давайте сюда, что ли, поставлю, вот так. Далее, зубная паста от марки «Каждый день», целебные травы в объеме 100 мл, 48 рублей стоит такая зубная паста. Мне вообще эта паста понравилась. Опять же, я не люблю термоядерные вкусы. Мне нравится, чтобы паста давала какую-то, конечно, вот такую, ну, свежесть, приятный вкус, но чтобы это не было чем-то термоядерным. Но равно как я не люблю очень слабенькие пасты, потому что, как правило, если вот эти вот добавки, которые дают, да, аромат, вкус и так далее, отсутствуют, то это будет что-то мыльное и неприятное. Поэтому мне нравится такая вот золотая середина. Это вот хороший вариант. Единственное, что здесь есть фтор, но я пасту использую эту не на постоянку, то есть я меняю. К тому же, как мне вот объяснил зубной врач, что, ну, в принципе, чтобы фтор имел какое-то реально плохое действие, это нужно, я не знаю, в течение, как он сказал, нескольких месяцев намазывать зубы зубной пастой, не смывать и ложиться так спать. Поэтому, в принципе, имеет место быть. Ну и, как по мне, справляется со своей задачей. Очищает зубы. Вот. Ну, насчет свежести я тоже вот про эту пасту говорила в пустых баночках, что, как вообще про пасту, паста должна очищать зубы. Доочищать должен, ну, например, ирригатор. Тогда дыхание будет свежее. Само по себе, если плохо почистить, плохо прополоскать, могут быть проблемы, да, или же если там с желудком проблемы. Поэтому, когда говорят, что там длительная свежесть от пасты, ну, особой взаимосвязи нет. Поэтому на мне работает отлично. Далее. Я хотела в качестве крема для тела взять вот такой вот крем, радужный крем-десерт для рук и тела. Это мне, по-моему, моя ученица тоже Юля дарила, но могу ошибаться, это может быть также и Оксана, и Аня, но мне кажется, что все-таки дарила Юля, насколько я помню. Очень классно этот крем пах, имел классную отдушку, но вот когда я сейчас упаковочку достала, я поняла, что с кремом возникли проблемы. Аромат изменился, стал таким прогорклым. Вот. Ну, вообще, это, конечно, очень редкий случай. На моей памяти, это крайне редко случается. Тем более, что данный крем лежит у меня явно не 100 лет, в темном месте, в прохладном. Ну, и вроде я даже слышала, у кого-то тоже такие ситуации возникали именно с конкретно этим продуктом. Вот, но выбрасывать я, конечно же, не буду, я использую в качестве крема для ног, то есть на ступни и даже, возможно, вплоть до коленок буду наносить. Ничего плохого абсолютно точно не будет. Я вчера, например, когда выбирала продукты, я прям нанесла на руки, ну и ничего, как бы даже ночь спала, ничего плохого нет. Ну и, безусловно, это не то, что там крем как-то воняет, здесь явно добавлены какие-то, понятное дело, масла,
Ну и вот немножко, я не знаю, закончился здесь срок годности или нет. Вообще здесь написано, сейчас, секундочку. Со сроками годности, вот имейте в виду, данного крема все в порядке. Дата изготовления февраль 22 года. Вот, ну, я не знаю, будет видно, не будет, но уж поверьте мне на слово. И здесь сказано, что срок годности 36 месяцев. Указана температура хранения. С температурой хранения тоже все было в порядке. Поэтому я не знаю. Ну, вряд ли у меня дома было больше 25 градусов. Это лето, конечно, было теплым, но не на постоянке, и критичной жары я тоже как бы не припомню. Но в любом случае другие продукты у меня так не портятся. А упаковка, конечно же, очень мимишная. И повторюсь, у кого-то я еще слышала такую проблему. Следующий продукт будет также из магазина Fix Price. Очередная туба вот такая, крем для рук, нежное омоложение, бережный уход и забота. Роскошный омолаживающий крем с ценным маслом кокоса сохранит кожу рук свежий и бархатистый. И объем здесь 140 миллилитров. А здесь он сколько? 150 миллилитров. Это мне тоже отдала, ну уже, как сказать, подарила, отдала моя ученица Юля. Еще раз привет и спасибо. Просто Юля не знала, куда деть этот крем с авокадиком, потому что она себе купила, запаслась такими тубами. Она просто постоянно кремом для рук пользуется. И для нее этот объем нормальный. Но у нее возникла аллергия. Она говорит, я, говорит, даже не знаю. Наверное, говорит, может быть, либо, говорит, выбросить, либо там в подъезде выставить. Я говорю, слушай, ну принеси мне, давай я попробую. Я попробовала, у меня никакой аллергии не возникло. А аромат так меня просто восхитил. Ну, она говорит, да господи, забирай ради бога. Так что я была очень счастлива. Вот этот крем я как раз буду использовать для тела. Ну, просто для рук, казалось бы, знаете, и вот этот для меня, это очень большой объем. Вот. Но здесь помпа, и в принципе это раньше я любила побыстрее что-то израсходовать и достать из запасов новое. Сейчас у меня немножко изменилось к этому отношение. Я как-то стала поспокойнее, поэтому, ну, как бы, я и решила, пусть это будет крем для рук, это будет крем для тела. В общем, разобрались, как говорится. И, знаете, аромат, вот здесь вот ничего не случилось, у нее как бы крем немножко полежал, у меня... Ну, летом она мне отдавала, тоже полежал. Ну, вот он такой беленький. Консистенция. Ну, я думаю, многие покупали, многие знают. Вот здесь аромат кокоса, причем тоже пахнет, я бы сказала, не рафаэлком, а именно пахнет кокосом, такой вот ореховый аромат. Дальше. От Новосвит разглаживающий гамаш для лица, икра улитки, текстура с муцином, мгновенно восстанавливает гладкость кожи, заявлено, это абсолютно точно, стимулирует обновление клеток. Ну, я не знаю, обновляет, не обновляет, но абсолютно точно восстанавливает гладкость кожи. Здесь объем 70 мл, мне хватает надолго, действительно такая текстура икры. Потрясающий гамаш. Вот я раньше пользовалась скрабом от чистой линии, я понимала, что от него уже надо отходить, потому что, да, он хороший, но, как любой скраб, он кожу травмирует, и хотелось отойти, но когда я покупала какой-то гамаш, скатку, еще что-то, ну, я не получала как бы того эффекта. Равно как более такие лайтовые скрабы, это тоже не вариант, потому что если аккуратно массировать кожу, чтобы ее не травмировать, я опять же не видела результата. Если начинаешь сильнее, ну, как бы, понятно, травмируешь кожу. А когда я вот этот гамаш купила, вы знаете, ну, это потрясающе. И кто смотрит видео постоянно, знает, что я и в покупках показывала, но я сразу брала много. И в пустышках, в уходе показываю, во влогах периодически показываю.
Потому что наносите небольшое количество обязательно на сухую кожу. Перед этим не надо умываться. Ну, то есть, значит, лучше всего делать утром. То есть, понятно, не поверх макияжа. Нанесли, помассировали, желательно минутки 2, но в принципе можно и меньше. Потом смыли. Кожа невероятно гладкая, вообще потрясающий эффект. Почему на влажную кожу наносить нельзя? И также вот если вы умылись, вы вытерли лицо, все равно как бы еще нельзя, потому что поры раскрыты. Будет щипать, причем будет щипать очень сильно. Я один раз по незнанию так сделала. Вы знаете, ощущение, что, ну, я не знаю, с меня шкуру сдирают. А когда... И здесь вот в инструкции сказано, что именно на сухую кожу. То есть, когда все делаете по инструкции, это все и просто, и эффективно, и без всяких неприятных ощущений. Вообще никаких неприятных ощущений нет. Следующее, что я добавляю, это от Комплимент, маска для лица. Я когда-то на каком-то, сейчас скажу, аптечном сайте покупала два тюбика. Здесь питание и омоложение на основе масла авокадо и экстракта клубники. Без парабенов, силиконов, объем 80 мл. Так, вообще мне пахнет арбузиком. Я купила 2 маски специально, чтобы одну оставить здесь в Москве, вторую отвезти в Питер, что я и сделала. В Москве, понятно, я бываю чаще, я ее использовала, в Питере бываю редко. Здесь же у меня была маска от Avon какая-то, которая мне совершенно не понравилась. И в итоге я ее отвезла в Питер. Ну как, она... можно пользоваться, но, короче, сойдет для периодического использования. А эту я забрала. Вы знаете, вот один раз я когда только-только купила данную маску, я помню, что у меня что-то случилось, я расплакалась, у меня просто лицо было все какое-то опухшее, отекшее. Я нанесла эту маску, причем я даже под глаза ее не надо наносить, я ее, в общем, нанесла, избегая области вокруг глаз. Когда я маску смыла, лицо стало, ну, намного свежее. Вот эти припухлости, они ушли. Может быть, не на 100%, но процентов на 80% они ушли. И по утрам, когда, ну, вот бывает, знаете, такое заспанное, немножко, может быть, отечное лицо, я пользуюсь, вот действительно работает. По крайней мере, на мне это так, я очень советую, если ее еще где-то можно купить. Далее. Значит, дезодоранты. Ну, как всегда, дезодорант Adidas. Пока он у меня еще в использовании, надо на этот месяц купить новый. И сразу покажу еще 2 дезика шариковые от марки «Каждый день». Вот такой вот. Здесь объем 50 мл, здесь тоже 50 мл и спрей 50 мл. Здесь такой фруктовый аромат. Значит, почему сразу ставлю вот несколько? Это дезодорант. Он не вызывает привыкания, защищает и от запаха, и от пота, и вообще супер надежный. Вот, ну, я им сейчас, ну, как-то, знаете, он резко вздорожал, но все равно я его буду покупать. Тем более, все равно будут акции. Вот я им пользуюсь, я не знаю, 6-7 лет, сколько я пользуюсь, он классный. Но сейчас я стараюсь именно пользоваться, когда я выезжаю в студию проводить занятия. В принципе, на целый день я пользуюсь им. Вот этот дезик я взяла для дома. Но он, кстати, тоже защищает и от запаха, и от пота. И когда мне до ближайшего магазина или просто на прогулку по району, я тоже им пользуюсь. Даже бывает, если я куда-то еду, но не провожу занятия, тоже его использую, мне нравится. Аромат такой, знаете, зеленовато-кремовый. Что-то зеленое в нем есть такое и немножко кремового, то есть довольно-таки приятный. Вот. А этот в основном я беру, конечно, на лето, на жаркое время года, но сразу ставлю в использование. Что касается отдушки. Отдушка такая, она, я так говорю, не французские духи, но и не гадость-гадость. Вообще, я помню, что вот есть фруктовый аромат и есть цветочный. Один какой-то мне не понравился тогда, второй понравился. Но при этом это вот мне. А я помню, кто-то из тоже девочек-блогеров имел полностью противоположное мнение. То есть то, что понравилось мне, не понравилось этой девочке.
Это абсолютно нормально, мы все разные. Более того, у каждого человека отношение к аромату может там через 5 минут измениться, знаете, от самочувствия, от давления, от еще от чего-то. Вот. Но этот дезик тоже на мне хорошо работает. И что самое немаловажное для спреев, это вообще редкий для меня случай, то, что когда его распыляешь, нет удушающего облака. Мне не хочется там кашлять, так далее. Это вообще супер. Идеальный вариант. Ну, вот этот дезик сейчас до 200 рублей, 200 с чем-то бывает стоит. Можно за 100 с чем-то купить, за 170, за 180. Этот 58, по-моему, стоит. А этот 38-39, вот так вот рублей. Я в основном вот этим дезиком пользуюсь летом, знаете, когда я сижу дома, и когда при этом очень-очень жарко, и бегаешь в душ постоянно. Так вот, чтобы вот эти спреи не ждать, когда они высохнут, да, и я этим брызнулась, ну и все, как бы пошла заниматься своими делами. А потом нужно пойти в душ, помылась, еще брызнулась. В итоге как бы он работает нормально, не нужно ждать, когда высыхает, от него не кашляешь, ничего. Ну, как бы и платишь не очень много. В общем, из этих соображений вот такой вот у меня выбор. Далее, в качестве кускового мыла, да, если еще по дезодорантам, вот многие говорят, что шариковые дезодоранты сохнут долго. На самом деле, правильно пользоваться шариковым дезодорантом это с вечера. То есть вот вы пошли в душ, помылись, вот вышли из душа, сразу начинаете, когда вытираться, надо вытереть там, ну, руки, подмышки и сразу намазаться. А потом уже продолжать вытираться, наносить свой уход. И когда вы уже будете готовы там пижамку на себя надеть, дезодорант уже по большей степени высохнет и, как правило, одежду не испачкает. Дальше он в течение ночи вообще просто намертво схватится и начнет лучше работать, потому что чем лучше дезодорант как бы высох за ночь, вот именно тем он дальше работает вот заявленное количество часов. То есть вот этот, кстати, 24 часа, он действительно, ну, в принципе, 24 часа работает. Здесь 72 часа заявлено, ну, вообще да. Тем более, знаете как, поскольку он работает, я могу, например, я даже как проверяла, я, понятно, ходишь в душ, ну, регулярно моешься, да, но я просто не намыливала подмышки, вот и все. Как бы и особо как-то так, ну, я не знаю, стоишь же под душем, не в ванной лежишь. Короче, работает это средство очень хорошо. Но это проверенный способ годами, что дайте просто высохнуть хорошо. Дальше, в качестве мыла кускового будет Avon Senses. Райский сад, романтичный райский сад с экстрактом экзотических фруктов и пионы, 75 грамм. Это мне тоже присылала в посылочке Марина Лимон. Еще раз привет и спасибо. Ну, мне нравятся вот эти упаковочки, они красивые. Само мыло овальное, будет удобно пользоваться. Ну, вообще, как у Faberlic, и у Avon, и даже у Oriflame, хотя многие Oriflame хвалят. Ну, отдушка такая. Вроде приятная, но не на всю ванную комнату. Единственное, что сейчас осень, может быть, я сварю себе кусочек какого-нибудь мыла, положу в использование. Вот я, кстати, да, сейчас об этом думаю. Но, у меня такой вот есть гель, но я не люблю пары использовать, если честно. Поэтому я решила, что сначала, допустим, мыло. Дальше. Крем для рук в сумочку у меня будет от баньки Агафьи, точнее это рецепты бабушки Агафьи. Вот. Легкий увлажняющий крем для чувствительной кожи Алтайская камелия в объеме 30 мл. Я помню, я такие наборчики покупала в магазине, как он там назывался, но это дочка Натуры Сиберика. Но сейчас их уже нет, этих магазинов. Приятный аромат, потрясающая нежная текстура, хороший крем и мои непроблемные руки. Ну, в общем,
крем подходит. Я брала этот крем в Питер, думала, что ну за месяц я точно его использую. И я еще, у меня год от Faberlic такая же малышка, 30 миллилитров лежала там, в общем-то немножко осталось. И я взяла 2 тюбика, этот у меня был постоянно на даче в течение месяца, я им старалась каждый день пользоваться, но, как видите, не израсходовала, я думаю, мне до конца месяца еще хватит. А в том тюбике было, ну, вот столько. И я оставила в городе, в город я приезжала 1 раз в неделю, ну, в общем, так я и не доиспользовала. Вот. Ну да ладно. Но продукты для волос от этой марки мне не нравятся, хотя, может быть, стоит попробовать, потому что когда мне не нравились эти продукты, у меня были волосы в ужасном состоянии. Сейчас они у меня в хорошем состоянии, поэтому очень может быть, что ситуация изменилась. Но крем там, для рук, например, супер. Так, следующее и, пожалуй, последний продукт, или, как сейчас говорят, крайний, это гигиеническая помада от Fresh Line, ванильная. Там с ромашкой, алоэ, календулой и маслом ши. 5,4 грамма. Вот такая вот прелесть. Еще мне очень понравился цвет. Вообще раньше я не любила такой цвет, а сейчас я его стала любить. Вот. Оль, спасибо тебе за такой подарок. Я это привезла из Питера. Очень приятный аромат. Жаль, камера не передает. Пахнет ванилью. Такой теплый-теплый аромат, уютный. Вот. Начала уже использовать. Ну вот видно, да, как я ее попользовала. У меня и губы, в общем-то, не проблемные. Но и Оля отзывалась хорошо, сказала, что не первый раз уже покупает. И мне тоже понравился. Так что, наверное, можно и вам попробовать. Ну, а все, что связано с ромашкой, я обожаю. То, что здесь аромат ванили. Потому что, как я понимаю, наверное, здесь может быть какой-то экстракт, еще что-то, а отдушка именно ванильная. Собственно, ваниль, как видите, здесь вот указано где, а все остальное вот тут мелким текстом. Так вот, если кто боится, что будет пахнуть ромашкой, нет, пахнет ванилькой, очень классно. Вот, но я люблю как ромашку, так и ваниль, мне это все прям очень-очень заходит. Ладно, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Instagram 3 семерки, рыжие 3 восьмерки, можете нажимать на колокольчик. Там можно поставить уведомления на все видео, можно наоборот отключить, или можно нажать на колокольчик и поставить галочку напротив, ну, в общем, по интересам рекомендовать, потому что у меня канал разносторонний, большую часть я снимаю про раскраски, потом идут всякие лайф-влоги, бывают влоги рукодельные, и, конечно же, бывают видео про косметику, но сейчас их не так много, но они есть в любом случае каждый месяц. Поэтому еще будут видео про запасы, у меня там уже загружено, поэтому можете поставить по интересам, и вам будут приходить уведомления только на ту категорию видео, которую вы смотрите. Вот. Я желаю вам здоровья, вдохновения во всем, уютных вечеров, таких осенних. До скорой встречи. Пока-пока.